Мы находимся на берегу озера Сабакты. Здесь начинается трек Южноуральской тропы, более 500 километров. И впервые мы хотим пройти ее всю, от начала и до конца, отсюда и до Тургаяка. Итак, время у нас 22 июня, ровно 4 часа. Начало, ну что ж, в путь! Надеюсь, у нас будет все прекрасно. Итак, вот первый указатель тропы. Гора Кутукай. Тут нормально, хорошая тропа. Со стрелочками, указателями. Лучше, конечно, иметь трек, потому что иногда вот не очевидно сворот с сельских дорог на тропу. Открылась панорама озера Банное. Вот мы его сейчас должны полностью обойти и уже дальше подниматься. Итак, спуск к озеру Банному. Будем обходить его по кругу. А там в 25 километрах дымит Магнитогорск. Не знаю, видно его или нет. Путь вдоль озера Банное, ну, практически не имеет отметок, они встречаются очень редко. Поэтому однозначно нужно иметь трек. И идти по треку, потому что ну вот тут вот вообще не очевидно. То есть где-то мы идем по треку, но переход подразумевает, что надо находить где-то бороду самостоятельно. Крупные такие, мощные лошадки озера Яктыкуль. Так, на нас надвигается дождь, уже целый час не может надвинуться, но он, наверное, все-таки будет. Обходим озеро Яктыкуль, оно же Банное, по периметру. Мы подошли к лагерю Горное ущелье. Мы сейчас находимся здесь. Вот мы сейчас прошли вот это все. И дальше мы идем Петроглиф птица, ГЛЦ Банное. 15 километров с половиной от старта. Такой вот чудесный ручей пересекает, где можно набрать водички. До этого какой-то такого качества воды не было. Поэтому до сюда можно смело идти. Так, скала Слоник. И также здесь скала Слоник, и также здесь петроглиф на скале. Знаковые точки Южноуральской тропы. Там скалолазы тренировались, оставили все веревкой, маршруты провешенные. Мы же идем дальше. Так, у тропы здесь небольшой аппендикс есть. Несколько, 2-3 километра. Мы решили, раз уж туда ведет путь, на эту видовую точку, сбегать. Ну, то есть, тропа идет, мы должны там быть. Но налегке сбегать в прямом смысле слова. Нас тут звали на канатку. Думали, что мы бежим на канатку, что она закрывается. А мы не едем, мы дальше идем. Мы просто подняться, посмотреть. Время 8 часов. Канатка до 8 работает. Вот она, начало
горнолыжного склона. Вот они все озера вокруг. Первая банная, Ектыкуль. И вот наш путь. Наш путь прямо по этим хребтам на север. Озеро Банное, но уже с другой стороны. Получается, мы полностью сделали кольцо. То есть вот там мы стартовали. Сабакты. Вернее, это не Сабакты. Сабакты немножко дальше. Да, вон, видно Сабакты, это третье озеро. Сабакты мы стартовали. Вот так, вот так, вот так. Поднялись на эту, где вышка смотровая точка. Обошли озеро. И поднявшись на горнолыжку, обошли и идем дальше. Мы первый ходовой день заканчиваем на речке Кабарзык. Вот такая небольшая прозрачная речка. И пройдено 23 километра, 15, то есть 5 часов 19 минут мы идем. Завтра продолжим путь. Итак, первая ночевка на маршруте прошла нормально. Ночью, конечно, слегка холодновато было. Градусов 6-7, наверное. Но сегодня солнышко. 7:39 утра. 23 километра тропы пройдено. Сегодня наш план дойти до Абзакова или даже чуть дальше. Там уже где-то заночевать. Тропа зовет. Ночевка была где-то недалеко от деревень, но кроме стада никто нас больше не беспокоил с колокольчиками по ночам. Пока никаких видов тут нету, но я думаю, сегодня мы их еще увидим. Горные виды будут. Не стоит, но если у вас прям нужно как-то вот довольно быстро. По треку? Да, мы идем по треку, продолжается наш путь в сторону Абзакова. Вот этот хребет нам нужно перевалить, я так понимаю. И за ним мы увидим Абзакова. Вот такая вот погода здесь тоже не редкость. Идем под дождем, но надеюсь, он кончится. Где-то вдалеке озеро Банное осталось, Сабакты, дождь, Магнитогорск дымит, а мы идем дальше в Абзаково. Ну что там? Прям под пальцем. Маленький камушек. Даже сквозь гамаши проникает. Вершина горы Кушай. 1043 метра. Такая достаточно красивая видовая вершина. Здесь у нас немножко трудное лазание было. На участке он не все способны к альпинизму. Вот гора Кушай. Первая крупная вершина маршрута Южноуральская тропа. Вот мы оттуда пришли, наши озера. Путь наш на север. На север, Абзаково, Белорецк и дальше. Приближается, кстати, дождь мощный. Будет где-то через полчаса-час. А так, отличные видовые вершины. Тропа, подходя к Абзакову, конечно, практически ее нет, так скажем. То есть только трек, иногда случающиеся отметины на камне. Видно, что тропы нет. Тут была когда-то дорога, она вся заросла. Приходится идти. Вот, то есть не вправо, влево. Видно, что вот
практически отсутствует. Потому что мало движения. Надо, чтобы люди ходили. И тогда вдоль этой лепки, возможно, будет хорошая пешеходная тропа. А сейчас не очень. Перед Абзаково большая часть маршрута идет вот по такой заросшей лепке. То есть, ну, дорога где-то она есть, где-то ее нет, где-то трава по пояс. Мы пришли в Новое Абзаково, горнолыжные склоны, картинг. Уже тут цивилизация снова вернулась. По выходным на ласточке в Абзаково. Ой, горячий асфальт. От него прямо пышет жаром. Тут зоопарк, кони. Верблюд вон стоит, 2 верблюда. Нового Абзаково мы под холодным проливным дождем находились. Нам что-то надоело. Мы зашли в столовую у Котейки или Котейка. Вот тут вот такой вот горячий суп лапша, куриное филе. В общем, хорош питаться сублиматами. Да, нормальную еду тоже кушать. Село Новоабзаково, где горнолыжные склоны. Очень много жилья тут. И оно получается у нас на 54-м километре тропы. 53-м. То есть реально сюда за день, если с утра начинать, то за день можно дойти, добежать и найти место для жилья. Тут же станция железнодорожная имеется. Ну и можно отдохнуть, попариться в баньке. Ну а нас ждет просто Абзаково село, которое вот за небольшой горкой будет. И там 5, которая выручает. А может и нет, сейчас посмотрим. В выходе из села Абзаково, тут 3-4 километра, находится озеро Змеиное. Вот такое вот живописное. Здесь можно на стоянку встать, чтобы утром отправиться дальше в путь. Но у нас еще есть время 6:30, еще 2-3 часа ходовых, поэтому я думаю, что мы будем искать другое место ночевки. Но дальше воды не предвидится, там какой-то маленький ручеек только будет, поэтому тут надо аккуратно. Но в озере вода, не сказать, чтобы чистая, то есть она каким-то мутным желтоватым оттенком, желтоватая. Скорее всего, это связано с тем, что тут болото. Второй день у нас подошел путешествие по Южноуральской тропе к концу. Мы остановились у ручья. Да, прошли сегодня 42 километра марафон. Общее расстояние 66. Время 19:36. Ручей Захмет. То есть ближайшая вода, Тукаон. Ну и озеро Змеиное, которое было уже там в 7-8 километрах. Ближе ничего. Дальше тоже там уже воды долго не будет, поэтому решили остановиться тут. Ручей, в принципе, чистый, но не знаю, как бы все равно кипятить желательно. Вот он так выглядит. Ручей Захмет. Со стороны просто как какое-то болото. Но он достаточно вблизи чистенький и живописный. Но надо понимать, что другой воды здесь в округе нет. Чистой. Такой вот ручеек. Где-то здесь надо найти место под стоянку. Еще пока нету толп туристов, чтобы сделали его. Итак, второе наше утро. Собираемся сейчас и двигаемся в направлении хребта Уралтау. После Абзакова идем вдоль лепки, она слева. Но практически, хоть и есть метки, но надо понимать, что тропа, ее нет. Просто нет, вот.
Есть какая-то там, старая да, лесовозка, колея. полностью заросшая, болотистая. То есть, в общем, все это на любителя. Потому что здесь вообще вот так вот идет тропа южноуральская. Понятно, что хотели как-то объединить это все, но этот грустный участок надо иметь в голове. Порядка от стоянки 6 километров, а так километров 8-9. Километров скажу. Порядка 70 километров мы пошли от основания тропы, но если точно. Вот. 68 километров пройдено. Начинается самый сложный, я так понимаю, участок. То есть тут завалы, отсутствие тропы. Но мы идем. Мы идем и всем желаем делать то же самое. Были предупреждены, потому что Раис сказал, что да, этот участок нудный, тяжелый и нехоженный. Но кто-то же должен ходить и тропить, да? Мы поднялись на хребет Уралтау. Это туда идет такой аппендикс на синие камни до трассы и до кафешки с хычинами вкусными. Но мы идем по тропе дальше. Вот лэпка здесь, и наша дорога, пересекая ее, идет дальше. В район хребта Крака. То есть где-то должны мы сегодня к нему подойти. Это у нас, это 70-й километр. Прямо от старта. Да, проволока опасная, железная торчит. Надо быть аккуратным. Ну тут уже, конечно, более-менее цивилизованная дорога. Не знаю, насколько долго, но тоже точка видовая. Вот оттуда мы пришли. Сейчас будет виден весь путь этой ужасной лэпки. В общем, но опять же, если бы не было лэп, не было дороги бы в лесу. Не было бы троп. Поэтому они заросшие, но они проходимые. Вот вдоль всей этой лэпки мы и шли. — 8-10 километров примерно так. На 80-м километре тропы имеется такой вот столик красивый и могила или просто памятный крест Усачева Вячеслава Юрьевича. В 88-м тогда уж. Ну да, для нас на 80-м, а так 88-й. Дорога наша идет дальше. На 83-м километре, но немножко в стороне от трека тропы, метров 50 надо пройти вот в бок. Есть изба, она и на карте путевой точкой обозначена. Есть у нас, но она, конечно, заброшенная. Заброшенная, но есть столик. Но обычно тут не ночуют, потому что большой уровень геморрагической лихорадки. Такая вот изба. Ну, в общем, ночевать там, конечно, так себе удовольствие. Но она есть, если что. Можно понимать, что укрыться можно от непогоды. И вот впереди, как пик, появилась внезапно гора Арвякрязь. Больше 1000 метров. Выглядит, конечно, немножко не по-уральски. Какой-то такой пейзаж. Не классический, курумником заваленный конус.
Кадры восхождения на гору Арвякрязь. 1068 метров. 68. 1068 метров, да. На нее идет вот такой путь, несложное лазание, но надо быть, конечно, аккуратным. Вон указатель. Вот. Итак, у нас здесь хребет Крака. Видно, он такой круглый. Там наш путь предстоит в дальнейшем. То есть вот мы сейчас спускаемся, идем в первую деревню, ходим круг, возвращаемся в вторую деревню и дальше туда, в сторону Белорецка. И видно вдалеке еще крупную вон гору, вершину. Не знаю, что это. Можно потом по карте глянуть, в общем. Не думаю, что это... Хотя она вся в курумнике. Вот такой вот вид открывается. Итак, знаменательная дата 100 километров. Время 17:36, 24 июня. Набор большой, больше 2500 метров. Впереди нас ждет Крака. Уже под вечер карабкаемся на хребет Крака. Уникального полукруглого вида. Вот Арвякрязь, где мы были сегодня днем. А вот он, Крака. Безлесный хребет. Ну, красивый, конечно. Необычной формы. Так, завершаем подкову Крака 8 километров, Шигаева. Мы оттуда пришли, и вершина 1045. 5 километров. Ну, часик еще. Вот шутники большой южноуральской тропы на хребте Крака, плакатики. Ну, молодцы, поднимают настроение. А что тут, медведи? Что, серьезно? Итак, вот она, высшая точка хребта Крака. 10 038 метров. Бежим дальше. Вниз. Вот она вся подкова пройдена. Теперь возврат подковы и вниз. Но время уже поздно. 9:15. У нас тут 113 километров пройдено. Поэтому тут уже надо думать о ночлеге. Где-то здесь на хребте, наверное, можно встать. Красивый вид. Там будет место с красивым видом.